В просторном зале, обставленном тяжелыми золотыми шторами и сверкающими люстрами, царила напряженная тишина. Дорогие часы на стене отмеряли секунды, а каждый взгляд был устремлен на мужчину в белом одеянии, сидевшего во главе стола. Шейх-миллиардер, человек, чье слово решало судьбы целых корпораций, листал документы с выражением усталой досады. Он уже час пытался понять суть сделки, но никто из присутствующих не удосужился пригласить переводчика. Деловые партнеры в строгих темных костюмах сидели напротив, переглядываясь с плохо скрываемым отчаянием. Они знали, если он сейчас уйдет, все многомесячные переговоры, подготовленные отчеты и огромные инвестиции рухнут в одно мгновение. Шейх отложил бумаги, слегка откинулся на спинку кресла и сделал жест рукой, показывая, что все кончено. В его взгляде читалась решимость, он больше не собирался терять время. Несколько мужчин нервно зашептались между собой. Один из них встал, чтобы что-то сказать, но слов не нашел. Вдруг раздался легкий звук открывающейся двери. Вошла женщина-уборщица в сером фартуке, с волосами, убранными в аккуратный пучок, и в ярко-желтых резиновых перчатках. Она остановилась у стены, наблюдая за происходящим, а затем, словно не выдержав, сделала шаг вперед. Ее голос прозвучал неожиданно уверенно, чистым арабским языком. Она спокойно начала переводить последние слова, объяснять сложные пункты договора, расставлять акценты, которых никто не мог донести. Сначала все замерли в полном изумлении, но вскоре лица засияли облегчением. Шейх поднял на нее внимательный взгляд, и в его глазах вспыхнул интерес, редкий момент, когда он видел в чужой стране уважение к своему языку и культуре. Женщина шаг за шагом помогла сторонам понять друг друга. Разговор оживился, появились улыбки, на стол легли финальные экземпляры договора. Шейх, склонившись над бумагами, подписал их широкой размашистой подписью, а потом поднялся, слегка поклонился в знак уважения и покинул зал. Все облегченно выдохнули. Партнеры переглянулись с благодарностью и удивлением, а женщина в фартуке молча сняла перчатки, аккуратно сложила их в карман и тихо вышла. Ее шаги затихли в коридоре, оставив после себя ощущение, что только что произошло нечто почти невероятное. Судьбу крупной сделки спасла та, кого никто даже не заметил до этого дня. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.